Американская история ужасов вышла ровно 10 лет назад, в далеком 2011 году. Это успешная телевизионная франшиза Райана Мерфи и Брэда Фалчука, которая с одной стороны бурлила страхами и ужасами, а с другой размазыванием соплей и сюсюканьем. Теперь принимает новую форму и превращается в эпизодическую антологию «Американские истории ужасов». Возможно, создание этого сериала стало решением или попыткой решить те проблемы, которыми регулярно страдают сезонные истории ужасов уже несколько лет. В итоге, после премьеры двух частей под названием «Резиновый человек», из этого вышла история, которая вроде начинается очень сильно, но затем подрывает свой собственный успех финальным эпизодом, который кажется, не знаю, каким-то глупым, нелепым и сделан небрежно спустя рукава. Если вы смотрели историю ужасов 2011 года, то не нужно быть шибко внимательным или обладать феноменальной памятью, чтобы заметить, сходство двух домов в первом сезоне сериала и дома в сериале 2021 года. Это один и тот же дом. Нас возвращают в дом-убийцу первого сезона сериала для новой прогулки по призрачным залам самого населенного привидениями поместья в Лос-Анджелесе. Никто из главных героев первой истории не появляется в новом сериале, но сюжет по-прежнему использует свою уникальную успешную формулу подачи этого места, где новую обреченную семью, въезжающую в это жилище, ждут дьявольские испытания. Пока неизвестно и нигде не сказано о том, будут ли остальные эпизоды также как-то связаны с известными для поклонников сериала прошлыми сезонами американской истории ужасов, к чему я больше склоняюсь, что да, будут, хотя, возможно, эти два первых эпизода нового сериала были сделаны для того, чтобы просто подстегнуть к просмотру, а дальше попытаться уже вдохнуть новую жизнь и свежие идеи в сериал, так как первоначальный с конца первого сезона шел только на спад. Если кто-то еще не видел свежеиспеченные американские истории ужасов, ему посоветовали или думает смотреть или нет, то первые два эпизода расскажут нам о депрессивном и угрюмом подростке по имени Скарлетт и ее двух отцах, которые переезжают в дом-убийцу в Лос-Анджелесе. Нас начнут погружать в историю о старшекласснице, которую развращают темные силы этого жилища, по большей части это резиновый человек. По мере развития событий мы узнаем, что беда не только в самом этом проклятом доме, но и главная героиня Скарлетт имеет травму из прошлого, из детства, а также у нее проявляются наклонности к садомазохизму и жесткому порно. Первый эпизод напускает мрак и наводит ужас на зрителя. Однако второй эпизод начинает раскачивать лодку со стороны в сторону, со стороны ужаса в сторону комичности и заигрываний с подростковой аудиторией, делая все более нелепым. А найти правильный баланс между ужасом и юмором очень сложно. И по моему скромному мнению, создатели не справились с задачей и не могут остановиться шутить над персонажами или над зрителями, я не знаю, и все скатывается в какую-то пародию, что ли. Конечно, хочется выделить главную героиню в исполнении МакКормик. Она великолепна и очень интересно за ней наблюдать в центре этих двух эпизодов. А вот супружеская драма между ее отцами, она, честно говоря, отвлекает от увлекательной истории главной героини Скарлетт. Они не являются какими-то важными персонажами, просто подросток, не может же сам переехать в дом, вот и впихнули их нам. Да и сами их отношения развиваются, очень предсказуемо и шаблонно. В целом, возможно, получится у новой версии сериала не расплескать весь запал и энтузиазм, если дальше пойдут серии с отдельными друг от друга историями в более сжатой форме, и не обязательно, если эти истории будут повторять уже появлявшиеся ранее сюжеты в историях ужасов. Главное, чтобы были бодрые, пугающие, леденящие кровь вещи и без перегруза в сторону юмора с поводом и без. Не превращать ужасы в фарс. А на этом все. До встречи. Пока.